Привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Но сегодня мы с вами не будем украшать, мы будем организовывать, а именно сделаем разделители для ящиков для красивого и удобного хранения. Я начала хранить вещи вертикально после того, как прочитала книгу Мари Кондо «Магическая уборка». Она рекомендует убираться не по комнатам, а по категориям, и каждой вещи подобрать свое место. Тогда сохранять порядок в доме станет гораздо проще. Начинать уборку или расхламление она рекомендует именно с одежды, потому что в этой категории гораздо проще разобраться и понять, какие вещи нужны, а от каких можно избавиться. Я провожу расхламление пару раз в год, потому что я плюшкин и постоянно собираю вещи, нужны они мне или нет. Но сейчас у меня есть для этого отдельная комната, это моя мастерская, в которой я складываю все, что может мне когда-нибудь понадобиться, потому что я не знаю, что в своих проектах мне нужно будет использовать. У меня образовалось достаточно большое количество ненужных вещей. В этот раз я решила попробовать воспользоваться услугами авитолога. Это такие люди, которые забирают у тебя вещи, выставляют, продают их на Авито. Если опыт будет удачным, я с вами потом этим поделюсь. Я все еще на пути к порядку, мне достаточно сложно его сохранять, но вертикальный принцип складывания и разделители очень сильно в этом помогают. Итак, они могут быть самыми разными: пластиковыми, бамбуковыми, кто-то делает их из картона, я взяла деревянные рейки. Так как у меня уже достаточно давно было сделано разделение в ящиках при помощи икеевских кофров, я знала, какой размер ячейки мне нужен. Если вы только начинаете организовывать свои ящики, я рекомендую не крепить разделители сразу, а просто пока поставить и пожить с ними и понять, удобно ли вам такое разделение или нет. Рейки у меня размером 5 на 60 на 2200. Я напилила нужные размеры при помощи стусла. А вот такие тоненькие рейки 5 на 11 я взяла для того, чтобы сделать из них пазы, чтобы разделители были съемными. Их я напилила в высоту ящика. Зашкурила все края. И покрасила реечки для держателей в белый цвет. Приклеила их внутри ящика. ПВА, кстати, не самый лучший вариант для ящиков из ЛДСП. Там, где нужно было разделить ячейку, я приклеила держатели на сами планки разделителей и установила всю конструкцию внутри ящика. Кстати, для детского комода я сделала более простой вариант разделителей, потому что когда уже уходила из Леруа, я наткнулась вот на такие дощечки. Это панель шлифованная высотой 10 см и глубиной 8 мм. Их я просто напилила и установила в ящике, приклеила на клей ПВА. Так как ящики из фанеры, в этом случае ПВА отлично подошел. Вот так я стараюсь сохранять порядок дома. Надеюсь, что это видео было вам полезно. И я хочу поблагодарить все 10 тысяч человек, которые подписаны на мой канал. У меня просто не укладывается в голове эта цифра. Но спасибо, что вы со мной. И до встречи в новых выпусках.